Всем огромнейший привет! Сегодня обустроено буду создавать вот такую небольшую розочку. Если вы помните, именно такая была в «Красавице и чудовище». Итак, первое, что нам нужно сделать, это заготовить лепестки. 28 штук вот таких квадратиков размером 8 на 8. Почему 8 на 8? У меня вот такой молд, это силикон, это пластик, и как раз вот под него очень хорошо ложится этот размер. Вы ориентируйтесь на то, каким молдом вы будете пользоваться. Итак, нам потребуется 28 одинаковых квадратиков. Теперь мы их нагреваем, прикладываем и прижимаем. У нас получилось вот что. Берем ножнички и обрезаем по контуру. Теперь переходим к тонировке. Тонировать я буду пастелью сухой. Беру в двух оттенках: оранжевый и салатовый. Вы ориентируетесь на то, какого у вас цвета сам фоамиран. Итак, отсчитываем первые 3 лепестка. На слегка влажную салфетку наносим и тонируем с двух сторон. Первые 3 лепестка — это середина, поэтому она должна быть поярче. Следующие 5 лепестков тонируем не так активно, но тоже в оранжевый цвет с двух сторон. Следующие 12 лепестков тонируем в оранжевый и салатовый. При этом оранжевого должно быть больше. И последние лепесточки тонируем оранжевым и салатовым, но так, чтобы салатового было больше. Теперь будем формировать край наших лепесточков. Итак, первые 3 лепестка прогреваем край. Собираем в гармошку и прокручиваем между пальчиками. Теперь немного закручиваем наружу, чуть-чуть, чтобы лепестки не выглядели помятыми. Все, для этих лепестков большего не нужно. Следующие прогреваем их частями. Следующее. Теперь там, где у нас образовались уголки, прогреваем и фиксируем, чтобы листок получился более острым. И последний ряд лепестков, они должны быть более вывернутыми и не такими объемными. Кроме того, вооружаемся спичками или зажигалкой и немножко обрабатываем край, чтобы он был такой немножко повидавший жизни.
Для создания стебелька я буду использовать вот такую проволоку 1,5 мм. Ее я взяла 4 прутика. И теперь будем создавать капельку из фольги, которая будет основой. Чтобы проволочки не разъезжались, фиксирую их тейп-лентой. Первые 3 лепестка мы будем наклеивать не в углубление, а немного выше. Но при этом нам нужно будет полностью закрыть наше основание из фольги. То есть первый лепесток будет идти вот так. Лишнее внизу мы потом отрежем или подклеим, это уже на ваше усмотрение. Следующий напротив уже наклеенного. На той же самой высоте. И третий лепесточек вот таким образом. Вот уже формируется наша серединка. Теперь низ подклеиваем. Следующие 5 лепестков мы будем приподнимать немного вверх, чтобы серединка получилась утопленной. Вот таким образом. Следующие лепестки мы уже не будем поднимать вверх, а будем клеить на уровне с теми, которые уже наклеены. Клеим нахлест. Последние лепесточки мы будем наклеивать, сдвигаясь немножко вниз. Роза готова, она достаточно большая, почти 12 сантиметров в диаметре. Теперь будем создавать чашелистик и листочки. Вырезаю чашелистик. Все шаблончики традиционно будут в нашей группе ВКонтакте. Кто еще не добавился, добавляйтесь. Теперь с внешней стороны тонируем в темный цвет. Теперь берем ножнички и делаем небольшие надрезы. Вот так. Вот такие маленькие усики. Прогреваем чашелистик. И скручиваем. Только аккуратно усики ему не пообрывайте. Все, готово, можно приклеивать к цветку. Нам потребуется 6 штук листочков. Для этого я вырезала прямоугольнички размером 4 на 4,5. Прогреваем. Берем молд, лист универсальный большой.
можно любой другой, который похож на розу. Прижимаем и отпечатываем. Теперь складываем по прожилке центральной и вырезаем листочек. Теперь вооружаемся маленькими маникюрными ножничками и вырезаем зубчики на нашем листке. И с другой стороны точно так же. Теперь берем красную пастель и тонируем край листочка. Теперь будем собирать листочки. Для этого я отрезала 2 проволочки подлиннее и 4 коротких. Длинненькую мы будем закреплять на центральном листочке. Я использую для этого клей Космофен. И 2 поменьше. Прежде чем собрать листочки, нам нужно их покрыть слоем акрилового лака, потому что у розы листочки глянцевые. Так, теперь собираем листочки. Не забываем обернуть тейп-лентой. Так, теперь прикручиваем веточки с листочками к цветку и покрываем стебелек слоем акрилового лака. Смотрите, вот так выглядит моя розочка, уже полностью готова. У меня есть вот в таком цвете и немножко поменьше красная. Как вы думаете, какую лучше уместить в клош? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Для того, чтобы розочку установить в деревянную подставку, в деревянной подставке нам необходимо будет просверлить отверстие соответствующего диаметра. Все, что остается сделать, это просто поставить розочку и накрыть стеклянным колпаком. Не забудьте написать, какая вам розочка нравится больше и какую бы вы поставили для себя.